Всех приветствую на канале Нам по пути. Меня зовут Дмитрий, я из города Красноярска и веду свой блог уже несколько лет по дальнобой. На этом канале вы можете посмотреть ролики про эффективную эксплуатацию автомобилей Scania, Mercedes, как эффективно управлять фурой и экономить на расходе топлива. География маршрутов по Российской Федерации. С вас подписка, с меня контент. Всем удачи на дорогах. Ну что, поехали. Денис, мотор как стучал, так и стучит. 41.2.0. Ребята, слушаем. Парни, всем привет из набережных Челнов. Мы, короче, опять занимаемся предпродажкой, дутами, шмутами. Еду я, короче, на бирюзовом. Вот из нашей партии одна машина была бирюзовая. Причем она, ну, такая хитрая, переходная модель. Сейчас мы до туда доедем, я вам покажу. Она евро 6, видите сразу как коробка. 1200 передачу вверх, 1200 передачу вверх каждую. То есть прошивка другая. Короче, он евро 6. У него получается правый бак канистра, то есть датчика в правом баке нет. Ретарды нет. Ну и вот, не знаю по расходу топлива, да, то есть как она вообще едет. Наши машины все были евро 5, белые, вот с последней партии. И вот единственная машина бирюзовая, я подошел, а у нее, короче, глушители евро 6, баки, получается, между собой просто соединены, то есть правый бак просто канистра. Ну, соответственно, фен здесь старого образца, который через климат-контроль работает. Ну и вот, конечно, прошивка другая, сразу чувствуется, как вот он. Ну, насколько он вялый, вот трогается, разгоняется. Вот в палас ему давлю, а он 1200 передачу кидает следующую. Короче, гоним мы их на дуты, на установку дут опять. А чё, блин, моторник что не срабатывает, не понял. Что за глюк? Э, 41.01. Вот я в позапрошлом ролике озвучивал то, что там мотор-то стучит, ребята. Вот смотрю, много вопросов. Ну что я вам хочу сказать. Эту машину я лично оформлял на предпродажную подготовку и озвучивал, что у нее посторонний стук двигателя, там туда-сюда, что надо что-то выяснить, проверить, разобрать, там вскрыть как минимум клапанную крышку, или ну что-то надо делать, что он стучит.
Сегодня на тахограф отгонял эту машину, он как стучал, блядь, так и стучит. Короче, сервис просто сделал работы, которые по предпродажке нужны, основные, да, и с мотором ничего не делали. Мы вот сейчас его повторно загоняем. Но это, ну, пипец. Ну как так? Здесь тоже от педали тормоза моторник не срабатывает. Он не срабатывает, ребят. У него получается, вот смотрите. Вот эта цифра 2, то есть когда ты на ретардер ставишь, вернее на моторник, она должна зеленым загореться. То есть сейчас вот подразгонимся. Скорее всего, вот как раз вот на таких машинах, и кто, допустим, гонял, они вот говорят, что здесь моторник вообще не работает. Он просто передачи-то кидает, но он заслонку не перекрывает. Вот смотрите. Отпускаю газ. Первое, второе положение. Видите? Он не срабатывает. Она как горела белым, так и горит. Заслонка не перекрывается. Тоже это укажу. Проблему эту. Пусть что-то делают. Как так-то? Давайте еще раз попробуем. Сразу второе. Не срабатывает моторный тормоз. Вот, блядь, китайцы, а. Что-то, короче, опять намудрили. Вот сейчас сработал, вот что ему надо было. Почему он до этого не срабатывал? Сейчас, короче, еще раз попробуем. Первое положение моторник срабатывает. Второе срабатывает. Интересно. Девки пляшут. Ну-ка попробуем на скорости до 40 км в час. Вернее, меньше 40. Срабатывает. И что ему надо было? Вот сейчас все, моторник срабатывает. Что ему надо было? Непонятно. Полный газ. Видите, насколько он медленнее? Сейчас в этом же месте попробуем на Евро 5 разогнаться. Гораздо резвее. Что тут за затор, блин? Ух ты! Слышали? Вот здесь коробка пинает. То есть он сейчас, получается, где-то с 9 на 5 включил, и произошел удар. Аж на прям бум чувствуется.
Коробочка пинает. Ну а так все то же самое. Один в один. Давайте расход посмотрим. 1700. Почему-то не 2300. Видимо, поздно обнулил. 1711 километров. 18,3 расход. Средняя скорость 79 километров в час. Следующий перегон оттуда пойдем, с той стороны. По городу уйдем. Ну тогда я там не знаю, сам командую. Покажу. Кольцо прямо проходишь, едешь прямо до развязки. По развязке направо. И вот за трубами выйдем. Попандос. И навигатор не включил, так бы он нас, конечно, потянул по другой дороге. И вот он на холостых потребляет эти 1,7, 1,8. Так, об автомобиле. Меня интересовало. Нагрузка на ось 2,5 тонны показывает. А на наших 200, 2300 показывает нагрузку на ось. Ну вот просто головой в таком пустом состоянии. И картинка видеорегистратора гораздо интереснее. То есть качество лучше. Но на Евро 5 в темноте он, мне кажется, лучше снимает. Ну что, ребят, вот получается переходная модель между Евро 5 и Евро 6. То есть глушитель большой, мочевины нет, заборника топливного в правом баке нет. То есть один заборник, тут канистра. Ну и по прошивке ретарды нет, моторник срабатывает также первое, второе положение. Блять, нафига они его натрамбовали, аж солярка вытекает. Короче, на Евро 5 в Power ставишь, он не экоролит. Эта машина экоролит в любом случае, что в эко-режиме, что в мощностном режиме. Вот. Ну и, соответственно, она едет, коробка переключает так, как на Евро 6. То есть, вроде машина уже нашего прихода, а он все равно, ты, допустим, начинаешь трогаться, он 2, 3, 4, 5, и до 1100 обороты поднимает и переключает на повышенную передачу. То есть, вот эти машины, они до 1,5 крутят и через 2 перекидывают. А Евро 6, вот на нем бы коробку, прошивку поменять, вот, можно работать. Вот, как-то так. А так все, Мишлен, все то же самое, один в один. Ладно, все, на сегодня работу закончили. Вот эти машины уже, получается, это мы сегодня тахографы поставили, они готовы, на них только выдать транспордер, Платон. И на них вот мы поедем в понедельник в Москву за прицепами. На вот эти машины тоже требуются водители. Условия не знаю, если что, в отделе кадров спрашиваете. Вот рефы 3 штуки, 2 шторки. КамАЗ. Ну это джак вообще.